Здорово, не ожидали? На связи Скерс. Вышла 214 глава саги о Винланде, и сейчас я вам ее расскажу. Если вы впервые наткнулись на мой канал и не следили за сагой после аниме, у меня тут есть плейлист. Повествование начинается сразу после финала второго сезона. Рекомендую сперва ознакомиться с прошлыми выпусками, а затем возвращаться сюда. Перед тем как начну, хочу попросить вас поставить Лукойл и подписаться. Ну а теперь, погнали! Пучеглазый, увидев приближающихся Лну, в ужасе. Их слишком много. Вождь краснокожих в восторге. Он долго ждал этого момента. Теперь, когда они окружили нордов со всех сторон, можно начинать атаку. Северяне напуганы. Ублюдки карабкаются на стены. Эйвор! Сторк! Что же им делать? Пусть скажут, что им делать! Вот только Сторк потерял всякую надежду. Они ничего не могут сделать. Около 200 воинов со стороны стены. Еще около 50 приближаются к ним с моря, а их всего 52 человека, вместе с ранеными. Этого слишком мало. Внезапно его окликает Эйнар. Он вместе со своей группой разберется с теми, кто идет с моря. Пусть защитники стен прикроют их. Сторк просит его подождать, но Эйнар говорит, что они не могут ждать. Если не сделать этого сейчас, потом будет поздно. Сторк сдается. В таком случае он рассчитывает на него. Пусть выиграет им немного времени, если сможет. Но не только Эйнар спешит в бой. Эйвор, вооруженный топором, тоже собирается присоединиться к мясорубке. Увидев это, Сторк кричит, чтобы брат остался. Эйвор спрашивает: выходит, Эйнару можно, а ему нет? Это несправедливо. Сторк указывает на его состояние. У него нет руки, и наверняка жар. Он не может сражаться. Эйвор отвечает, что с его левой все в порядке. И ее будет достаточно, чтобы надрать задницу Лну. Понимая, что брата не переубедить, Сторк собирается пойти с ним. Однако Эйвор запрещает это делать. Пусть остается здесь и командует. Сторк в смятении. Ганглати уже погиб. И сейчас Эйвор собрался в самоубийственную вылазку. Он не хочет оставаться один. Эйвор уверяет, что его брат не один. У него есть природный дар командовать. И сейчас все рассчитывают на него. Так пусть же сделает все возможное для своих товарищей. Сторк со слезами на глазах произносит, что это его брат рожден быть лидером. Эйвор знает. И поэтому он собирается рискнуть. Вот что значит быть лидером. Лну уже здесь. Эйвору нужно торопиться, а то Эйнар заберет всю славу себе. Сторк, оставшись один, тут же раздает указания защитникам стен. Кровопролитие набирает обороты. Северянам не удается сдержать натиск Лну. Эйвор спешит на помощь товарищам, но несколько стрел попали в него. Однако даже они не способны остановить его. Он лидер, воин, и сражается ради своих товарищей, ради своей страны против их врагов. Это и есть то, чего он всегда желал. Он всегда хотел сражаться за правое дело. Только сейчас он чувствует себя по-настоящему живым, сражаясь вот здесь. Увы, но несколько копий обрывают его пламенный порыв. В последние секунды своей жизни Эйвор вспомнил беззаботные мирные деньки со своими самыми близкими людьми. Индейцы завершают начатое. Эйвор упал замертво. Один из Лну тут же хватает топор. Так вот оно какое. Железное оружие. Прекрасно. Теперь оно его. Но соплеменники не одобряют такое поведение. Вообще-то не он нанес последний удар. Так что нечего забирать себе то, что ему не принадлежит. Множество северян пало. Повсюду трупы. И Лну забирают их оружие. Один из краснокожих требует, чтобы соплеменники перестали сраться из-за оружия нордов. Сейчас нет для этого времени. И он прав. Потому что к ним приближаются корабли северян. Это их подкрепление. На борту Арк. И лицо старого воина пылает от гнева. На этом заканчивается 214 глава. Ну как вам? Делитесь своим мнением в комментариях. Я очень рад, что мангака не пошел по пути радужных пони, и пока будущее Винланда рисуется очень депрессивным для северян. Не представляю, насколько плохо будет Торфину, когда он придет в себя, и как он будет смотреть в глаза Сторку, что он скажет Эйнару, и вообще будет ли кому что говорить, ведь пока северяне проигрывают в битве. И, судя по всему, большая часть поселенцев уже корм для червей. Да, здоровяк наверняка сможет дать индейцам просраться, но не думаю, что он кардинально изменит ход битвы.
Касательно Эйвора, мне даже грустно, что его линия закончилась вот так. Наверняка многие считают, что именно он причина произошедшего, но я считаю, что лишь отчасти. Сам по себе план Торфина был не до конца продуман, ибо он не учел болезни, ну и то, что не все племена будут дружелюбными. И ведь именно из-за болезни они не смогли бы здесь жить. Скорее всего, если бы не Эйвор, у них просто был бы шанс мирно уплыть. И то не факт, поскольку вы ведь помните, что было с поселенцами в Маркленде. Луну наверняка тоже начали бы осыпать их стрелами. Но, зная, какой там шаман, он бы явно не затерпел. И также собрал бы войско. Но это уже разговоры из серии «Если бы бабки были яйца, она была бы дедушкой». Бля, разговариваю как старикан. Опять-таки, пишите свое мнение в комментах. Вместе пообсуждаем. Также можете залететь в телегу. Думаю, там найдется с кем обсудить этот вопросик. Ну и я там всегда всем отвечаю. А еще на следующей неделе залью туда первую главу новеллы «Берсерк. Рыцарь огненного дракона». Если шо, это 1,5 часа похождений Грюнбельда. Также, если есть желание поддержать выход новых роликов и меня лично, можете залететь на Бусти. Там у нас сейчас появилась эксклюзивная рубрика «Ваншот недели». Также новелла озвучена полностью, и она будет только там, ее полный вариант. Плюс в следующем месяце будет продолжение Ганса. Ну и все видосы выходят намного раньше. Короче, там есть на что посмотреть. Ну а на этом все. С вами был Скерс. Чао. Пока.